Можно отметить два подхода к вопросу взаимоотношений человечества с космосом. Первый базируется, как мы часто можем это подтверждать про себя, базируется на многочисленных социально-политических, военных аспектах и событиях, которые происходили на протяжении тысячелетий с человечеством, и которая выработала совершенно однозначные правила захвата чего-то другого. Среды обитания, территории, акватории морей, океанов, рек, воздуха. Захват. То есть силовым даже путем или военно-политическим путем, или чисто политическим путем расширения, так сказать, своих возможностей за счет приобретения новых территорий, новых пространств. И вот дело дошло до космоса. Перспективный ли этот путь? Но события показывают, что еще чуть-чуть, и мы в космос перестанем вообще выходить из-за космического мусора, который скапливается там и от разведывательных спутников, и от спутников связи, и от спутников, которые осуществляют различный мониторинг, навигацию и так далее, и так далее. А если еще прибавить те осколки, которые получаются при столкновении этих спутников, или тренировочных уничтожениях спутников, то получается, что в скором времени, возможно, мы вообще в космос не сможем выходить. Есть другой путь. Путь русского космизма, который оперирует понятиями главного предназначения человека и человечества на этой планете для того, чтобы он стал равноправным сначала освоителем космического пространства, а потом его созидателем, создателем миров, гармонизации, так сказать, отношений в космосе и так далее. Он говорит о том, что нынешний, так сказать, паморок такой связан с тем, что наша цивилизация просто не достигла определенного внутриутробного уровня и еще в космос-то даже и не выходила. Итак, два момента. Один практический, который нам не оставляет ничего, кроме опасности возникновения нового вида войн, а именно войн в космосе. И, в общем-то говоря, близок очень к возможности, вероятности самоуничтожения всего человечества. И есть другой путь, который подсказывается русским космизмом. И не только им. На протяжении 50 лет, даже больше, чем 50 лет, и в Советском Союзе, и в России затем, да и сейчас продолжается, энное количество, скажем так, исследовательских групп занимались вопросом выяснения, в том числе через прямые контакты с, скажем так, внеземным разумом, основных законов Вселенной. И поскольку она вся живая, то должна руководствоваться какими-то законами. Да, эти законы определены. Закон развития и совершенствования, что является предназначением человечества. Закон перемен, закон красоты и гармонии, закон воздаяния и закон иерархии. Вот здесь я должен заметить в целях, так сказать, нашей передачи, что закон иерархии предопределяет главенство, правильно, такое мягкое главенство одной цивилизации или одного вида разумных сил космоса над другим через правильное отношение к более нижестоящим цивилизациям, а именно совершенно не вмешательство во внутренние дела, только иногда подсказки, учет того, что действие этих, так сказать, недоразвитых цивилизаций может привести к вредоносным последствиям для других каких-то звездных систем, и целый ряд других положений, которые определяют порядок вот такого контроля и сохранения, так сказать, гармонии Вселенной,
которые существуют. Кто прав? И в каком положении находится наше, если так можно выразиться, земное законодательство, которое регламентирует космическую деятельность? Надо сказать, что основной договор был подписан в 1967 году, и все дополнения к нему, включая значит, запрет на владение там, любыми небесными телами как государств, так отдельных организаций, так и частных лиц. Это все вроде бы как на бумаге написано, а действует ли это сейчас или нет? Если даже это подвергается сомнениям, то мы очень близки к тому, что земная ноосфера очень скоро может схлопнуться до состояния некросферы, где жизнь просто невозможна никакая. А если мы будем следовать идеям космической этики, космического предназначения человека, наверное, у нас в человечестве есть будущее. И мало того, мы сможем со временем стать полноценными членами космического сообщества. И вот только тогда мы сможем на равных, или хотя бы даже не на равных, а просто замечаемых, обсуждать с другими разумными силами некие договорные обстоятельства, или, вернее сказать, пожелания. А думать о том, что уже сейчас явленные, неявленные, проявленные силы, разумные силы космоса, которые действуют в основном там через контактеров, к примеру, могут устанавливать с нами какие-то правовые соглашения, это наивно. Мы для них практически не существуем. Мы еще не выглянулись из этого яйца, это, самосовершенствование, чтобы начать фактическое освоение космического пространства, и тем более быть там на равных со старыми цивилизациями. Давайте же останемся на мирной Земле. Давайте не будем превращать нашу ноосферу в психосферу или атмосферу, тем более космическое пространство, ближайшее в поле битвы. Давайте стараться заниматься тем, что называется сотрудничество, то есть трудиться сообща на благо цивилизации, Земли и всего космоса.